Пирог в форме остыл и прекрасно из нее вышел. Жалко, что камера не может передавать ароматы. Это что-то. Сейчас я его разрежу, и мы посмотрим, какой он у нас внутри. Очень воздушный, с карамельной корочкой и бананом. Он очень вкусный. Приятного всем аппетита! К муке добавляем щепотку соли, разрыхлитель, 1 чайную ложку с горочкой и 1 чайную ложку ванильного сахара. Перемешиваем, чтобы все наши сухие ингредиенты хорошо соединились. В чашку для замешивания теста добавляем 100 граммов мягкого сливочного масла, 2 столовые ложки с горкой сахара. Туда же вбиваем 1 яйцо, перемешиваем до соединения всех ингредиентов. Вливаем 125 мл йогурта, либо можно взять кефир, простоквашу, все, что у вас есть. И замешиваем тесто. У нас получается тесто вот такой консистенции. В ковшик или в кастрюлю с толстым дном всыпаем 100 граммов сахара. Сахар у нас должен раствориться и приобрести красивый карамельный цвет. Пока сахар весь не растаял, стараемся его не мешать. Ковш просто потряхиваем. Весь сахар растворился, добавляем сюда сливочное масло 50 граммов. И перемешиваем до соединения карамели с маслом. Вливаем карамель в форму. Форму я смазала сливочным маслом. И распределяем ее по дну формы, чтобы она покрыла все дно. На карамель сверху выкладываем кусочки бананов, чтобы они закрыли всю поверхность карамели. На бананы выкладываем наше тесто. Тесто у нас липкое, поэтому лопатку лучше смочить водой. Или можно сделать это мокрыми руками. Отправляем наш пирог в духовку. Духовка у нас разогрета 180 градусов. Выпекаться будет 25-35 минут. До красивого золотистого цвета ориентируемся на свою духовку. И вот он, наш пирог с пылу с жару. Очень хорошо поднялся, пропекся. Даем нашему пирогу какое-то время постоять в форме. Пирог в форме остыл и прекрасно из нее вышел. Сейчас я его разрежу, и мы посмотрим, какой он у нас внутри. Очень воздушный, с карамельной корочкой и бананом. Он очень вкусный. Приятного всем аппетита!